Ребята, всем привет! Я Даша, и сегодня вы узнаете, получится ли у меня собрать вот этого малыша. Это новинка от Звезды, Шерман в 72-м масштабе. До этого у меня был Шерман в 35-м масштабе, тоже от Звезды, и я была просто довольна этим набором. А тут вот эта малышка. Так что давайте смотреть, как у меня получилось собрать этого малыша. И посмотрите, какой он маленький и миленький. Не знаю, чем меньше, тем симпатичней. Так, по традиции начнем с обзора коробки и посмотрим на этот бокс-арт. Тут Шерман изображен в полях. Скорее всего, это Белоруссия, так как это советский Шерман, и он по ленд-лизу был предоставлен Советскому Союзу. Что примечательно, что этот набор можно собрать без клея, но у Звезды многие наборы имеют такой маркер, но, скорее всего, клей понадобится, как это было на моем опыте со многими моделями. Все-таки клей нужен в таких сборках. Еще тут примечательно, что этот танк можно собрать в двух вариантах, воевавший на стороне СССР, а также и США. Любопытный момент, что танк имеет 152 номер. В прошлом году Звезда выпускала набор этого же танка, но в 35-м масштабе. Я его, конечно же, собрала. Вот так он выглядит. И у него тоже тот же самый номер. Интересно, почему Звезда эксплуатирует один и тот же номер. Кстати, если вы не видели, как я собирала этот танк, вы можете посмотреть мои предыдущие видео. Они выходили год назад. Было даже 3 видео. Это видео со сборкой этого танка, видео с окраской, а также этот танк был участником и диорамы. Как раз-таки предновогодний. Так, перевернем коробку. И здесь изображена тестовая сборка данного танка. Из примечательного, наверное, можно отметить вот этот элемент. Это люк на башне, и вокруг него идет такой шов. Если посмотреть на тот же танк, но в 35-м масштабе, здесь, видите, все гладко и четко. И при сборке данного танка надо обратить на это внимание и постараться минимализировать вот эту щель. Лучше зашпаклевать. И также любопытная вещь, что на этом танке немного уставший пулемет. И в сети ходит много шуток по этому поводу, но вы понимаете, в каком контексте. И первое, что я хочу показать, это схема окраски. Тут Звезда предлагает нам собрать 2 варианта советской техники. Это машина под номером 152 и 203. И то же самое было в 35-м масштабе. А также и 2 варианта в американском раскрасе. Нам предлагают собрать машину под именем Цезарь, а также и испытуемую машину. Вот она, декаль, которая, собственно, и показывает все эти названия и номера. Так, дальше идет схема сборки. Щелк, щелк, щелк. И собрал. Так, что такое? Меры безопасности. И в схеме всего лишь 17 шагов, так что можно сказать, что это модель выходного дня. Собирается действительно без клея, на щелчках. И вот, видите, вот этот момент. Надо быть с ним поаккуратней при сборке. Посмотрим детальки. Так, и детальки просто шикарные. Видите, как выглядит корпус. Танк умещается на ладошке. Вот она, башенка. Вот она, деталь днища. Видите, даже все болтики отлиты. Вообще, мне даже кажется, что Звезда делает, чем меньше масштаб, тем точнее модель. Ну, это просто какое-то субъективное мнение, наверное. Но мне почему-то маленький масштаб нравится намного больше, чем большой. Вот, единственное, мне не очень нравится, что, наверное, какая-то деталь тут погнута. Также у меня немножко поврежден трос. Надеюсь, вам его видно. Вот. Ну и все это лечится клеем. Я думаю, никаких проблем с этим не будет. Смотрите, как классно сделаны катки. Круто. И вот так вот выглядит гусеница. Гусеницы сделаны из винила или пластик. Ну, очень мягкий пластик, скорее всего. Такой прямой линией. И провис сделать на таком не получится, но и у Шерманов его и не было. А так, мне очень нравится этот набор. Давайте собирать.
Начала я сборку Шермана с ходовой части. Я заранее подготовила тележки, и теперь их остается только защелкнуть на модели. Действительно, этот Шерман можно собрать без клея, но забегая вперед, я скажу, что клей мне все-таки пригодился. У Шермана очень сложная геометрия, и поэтому некоторые моменты сложно реализовать в виде защелок. Кстати, все необходимое для окраски этой модели Шермана, да и сам Шерман можно найти в магазине «Модельная лавка». И обратите внимание, что сейчас перед Новым годом у них много акций, благодаря которым можно очень классно сэкономить. Ссылка на магазин и промокоды на скидку будут в описании под этим видео. Потом я принялась за сборку башни, и сверхтекучим клеем я пытаюсь заделать щель, которая образуется в башне. Хотя для этих целей лучше подойдет клей от Revell. Потом мне все-таки пригодился не только клей, но и шпаклевка, и наношу я ее мини-шпателем от Мачете, а также заделываю щель в нижней части башни и щель вокруг крючка. Кстати, более подробно о настоящих танках вы можете узнать на моем втором канале Даша Техник. На этом канале я не просто рассказываю про бронетехнику и не только, но и показываю исторические образцы, провожу экскурсии по техническим музеям и даже показываю исторические машины в действии. Например, у меня вышло 2 классных видео про танк Т-55 и Т-62. А еще есть видео, где российский солдат с трудом собирает немецкий трофейный пулемет МГ-34. Также на канале есть специальное видео про танки Шерман на службе в Красной армии. Ссылку на канал Даша Техник ищите в описании. А потом я приделываю пушку и наживляю корпус Шермана. Защелкивать я его не буду, так как я надеюсь, что такой ход мне облегчит натяжение гусениц. По традиции окраску я начну с черной грунтовки, грунта от фирмы Zip-Maquette. Танк М4А2 Шерман с 75-мм пушкой нередкий гость на рабочих столах моделистов даже в 72-м масштабе. Помимо модели от фирмы «Звезда» существует много наборов, из которых можно собрать этот легендарный танк. Например, у фирмы Dragon есть 2 набора: Шерман на острове Тарава в составе американских войск и захваченный Шерман на службе у немцев. Также модели есть и у французов, у фирмы Heller, но они сделали французский вариант американского танка, что логично. Итальери в 72-м масштабе выпустила набор сразу с 2 Шерманами, но уже в английском варианте. А украинцы из ОМ сделали много версий именно этой модификации Шермана, но на службе вооруженных сил США. Кстати, на базе обычного Шермана они построили несколько специализированных версий. Например, Шерман с бульдозером или Шерман с установкой Калиопа. И все эти модели в 72-м масштабе. Но среди этих наборов новинка от «Звезды» отличается тем, что ее можно построить на службе Красной армии, да еще и без клея. После того, как грунт высох, я наношу базовую краску. Здесь я использую оттенок Olive Drab от фирмы Amo. Он у меня остался еще с окраски моего первого Шермана в 35-м масштабе, что я собирала год назад. Кстати, в описании будет ссылка на несколько видео с работы над большим Шерманом. Потом в базовый цвет я добавлю желтый и белый, и таким более светлым оттенком я пройдусь по выделяющимся местам танка, например, по характерным дополнительным листам брони на бортах.
А вот тут я начинаю заниматься ручной работой. Краской АТ-7 я окрашиваю резиновые бандажи катков. На 72-м масштабе это надо делать особенно аккуратно. И да, опять у меня Арктика выступает в роли подставки для инструкций. Но работа над Арктикой вовсю уже кипит. Также я окрашу маленький шансовый инструмент – лопату, топор, кирку и молот. Серебряной краской я окрашу смотровые приборы и фары. А вот тут я наношу глянцевый лак от фирмы Zip Maquette. Глянцевая поверхность потребуется для нанесения смывки. Я беру коричневую смывку, ровно ту, что я использовала на взрослом Шермане. А после нанесения смывки я убираю излишки чуть смоченной в White Spirit широкой кистью. Кисть у меня больше сухая, чем мокрая. А теперь настало время нанесения декалей. Шерман на этот раз я буду делать на службе американской морской пехоты, и Шерман у меня пойдет на диораму с американскими же морпехами. Поэтому Шерман будет нести имя собственное – Цезарь. После нанесения декалей я обдаю модель матовым лаком. Таким образом я убираю ненужный блеск танку и защищаю результат моей предыдущей работы. А теперь настало время пожелезнить траки, этот прием сделает их намного рельефнее. А вот на этих кадрах не самый приятный момент. Корпус плохо защелкивается, и на самом лице танка образовалась щель, и мне пришлось прямо по окрашенной поверхности наносить шпаклевку. И результаты этой работы надо же закрасить тоже в базовый цвет. Причем я сделаю его чуть более светлым, чтобы еще более подчеркнуть цветовое разнообразие модели. Сухой кистью, смоченной в смеси зеленой и белой краски, я пройдусь по мелким деталям модели и таким образом еще более придам Шерману рельефа.
результате работы после окраски я заметила на бортах Шермана дефекты литья пластика. И, конечно, лучше такие вещи замечать раньше, пока модель не окрашена. Но как получилось, так получилось. Теперь надо замаскировать эти проблемы сколами. Еще чуть позже я замаскирую их и пигментами. И вроде получилось даже незаметно. А вот тут я делаю один из самых моих любимых приемов — масляные точки. И делаю я это для того, чтобы придать еще больше цветового разнообразия палитре танка. Ну и напоследок чуть-чуть я припылю модель Шермана. Больше грязи я буду наносить на него, когда я буду делать диораму. Как вы могли заметить, это уже второй Шерман в моей коллекции, и на фоне своего более взрослого собрата он смотрится отлично. И обратите внимание, что танк в 72-м масштабе получился чуть светлее, и так и должно быть. А еще из американцев у меня есть модель танка Першинг. Я его, кстати, тоже собирала для канала. Ссылочки на видео ищите в описании. И вот такой результат у меня получился. Конечно же, не без изъянов, но все равно модель выглядит очень интересно и очень мило. И вообще 72-й масштаб — это просто моя любовь на самом деле. Так что не забывайте подписываться на мой канал, если вы этого еще не сделали. И спасибо вам, что вы смотрите эти видео до конца. А также не забывайте про лайки и комментарии, они мне всегда поднимают настроение. До новых встреч. Пока-пока.